Ну что, ребят, еще раз привет. Это место, где крутые мальчики знакомятся с красивыми девочками. Вот. Привет! Доброе утро! Так, солнце очень яркое. У меня, как всегда, начинается мой день с очень энергичной пробежки. Уже 30 минут, 25 минут сделаны. Вот. И решила остановиться, потому что здесь самый классный вид. Именно из этой точки. Ну, как возможно. И сегодня видны греческие острова. Прям я люблю такие безоблачные. Прям нет никакого тумана. Вы слышите этот голос? В общем, сегодня я посреди ночи проснулась и одела теплую, ну то что теплую, ну такую пижамку, короче, хлопковую. Ну то есть обычно я люблю спать нагишом. Вот, но, в общем, я замерзла с закрытым окном. У нас пришла, видимо, уже такая реально осень. Вот, поэтому, в общем, вот так вот. Вот. А сегодня мы с вами пойдем в Великова-Акмарину. Сейчас я закончу пробежку, потом красиво позавтракаю. Пока еще красивые места открыты. Хочу где-нибудь в красивом месте позавтракать. Вот. И хотела кое-что купить в Великова-Акмарине. Заодно мы с вами там пройдемся. Там так красиво всегда. Вот. Конечно, уже в этом году, скажем так, из-за того, что становится все больше и больше магазинов, с одной стороны, становится это как-то более каким-то коммерческим, таким туристическим, но с другой стороны, все равно магазины — это всегда красиво, это всегда какие-то элементы декора, это всегда какая-то определенная атмосфера шикарная, поэтому у нас такое с вами утро. А я погнала, у меня еще 40 минут. Пока. Кстати говоря, вот эти вот наушники, я их очень люблю для перелетов или для работы, но сегодня я увидела новый трек, вышел Teddy Sphinx, моего любимого, там, по-моему, Dream, новый трек. Я решила переслушать его раз 10, потому что он очень классный, мне очень нравится, я вам уже говорила, и вообще все его альбомы послушать, вот, и чтобы не, это, в Марине там всегда люди общаются очень много, я хочу там немножко посидеть, поработать, поэтому звукоизоляция нам очень поможет. Вот, так что у нас сегодня впереди классный насыщенный день, как всегда. Все, погнали. В общем, камеру лучше не брать, я так понимаю. Как только ты берешь камеру в руку, то, конечно же, все, невозможно еще что-нибудь не сказать. Сразу же какая-то мысль пришла. Вы знаете, я еще хотела сказать, что, конечно, ну, йога бывает, вы знаете, разная, да. То есть я вчера была на Виньяса, да, у вот этой девушки прекрасной Ямилы в Скорпиус, да, и я поняла, что, конечно, после такой более динамичной, активной йоги, подвижность такая суставов приятная, более уставшая, то есть меньше расслабления, то есть меньше такого медитационного состояния, там меньше дыхания, но это вот действительно очень хорошая штука для суставов, для мышц, для такой растяжечки. Вот. Хотя вчера с меня, кстати говоря, 3 пота сошло, вы, наверное, видели на видео. Вот. Так что Виньяса очень хорошо подходит, потому что я прям сегодня, вот я пробежка, вот, и я прям чувствую, что у меня прям все суставы, все тело такое очень легкое. Вот, это очень классно. Поэтому, если, например, вот сравнивать йогу и пилатес, то после йоги всегда мое тело, если это хорошее было занятие, то есть бывает не у всех тичеров у меня хорошо, вот именно у этой девушки мне очень нравилось. Вот, после таких занятий, конечно, я чувствую свое тело лучше. То есть пилатес такого ощущения не дает. Но опять же, это зависит от преподавателя и от того, какие ты делаешь упражнения, какое ты в целом находишься в каком состоянии. Но вот в целом я поняла для себя, что, наверное, для меня самая лучшая комбинация — это, наверное, вот пилатес реформер и йога вместе. Наверное, допустим, 2 раза в неделю, наверное, пилатес, например, 1 раз йога. Или, например, 1 раз пилатес, 1 раз йога, да, потому что, ну, не всегда 3 раза в неделю возможно, потому что приходится все время куда-то ездить, рядом ничего зимой нету. Вот, поэтому
Поделитесь, как вы занимаетесь, что вам больше подходит, потому что только йога мне нет, не подходит. Мне как-то это достаточно скучновато, то есть мне хочется динамичности. Вот. Или, например, вот такие вот активные прогулки на набережной я иногда растягиваюсь. Тут, кстати говоря, вот эти вот есть тренажерчики, иногда я на них занимаюсь. Вот. Но сейчас очень жарко, пока еще жарко, зимой будет самое то. Вот. Поэтому пилатес или йога, расскажите, какой у вас опыт, что вы любите больше, какие впечатления. Может быть, есть что-то еще такое, чего я не знаю. Ну что, ребят, еще раз привет. Теперь уже точно из Яблоковак Марины. Это место, вот прям точно, где я сейчас стою. Первый влог на канале Бульдожик Family, который я здесь сделала. И я тогда написала фразу, что Яблоковак Марина. Это было, по-моему, 7 где-то лет назад, что Яблоковак Марина — это самая роскошная марина в Турции и в мире. И представляете, прошло сколько лет, и до сих пор это самая роскошная марина в Турции и вообще во всем мире для мега-яхт, среди мега-яхт. Вот. И еще я тогда говорила, что это место, где крутые мальчики знакомятся с красивыми девочками. Вот. Я думаю, что это уже не так, потому что теперь красивые мальчики знакомятся с красивыми девочками в Тюрк-Бюкю. Мое такое мнение, что такие локации поменялись. Но в любом случае Яблоковак Марина по-прежнему остается местом, в которое, мне кажется, каждый турист, каждый человек, который приезжает в Яблоковак, первым делом или там в течение своего визита однозначно приезжают сюда посмотреть на эти красивые яхты, что-нибудь купить из бутиков. Ну вот даже у нас есть, видите, здесь Дайсон открылся, Интимиссими, в общем, все что угодно здесь теперь можно в Марине найти. Какие изменения случились в Яблоковак Марине? Во-первых, вот там, вот в этой крайней точке, вот видите, вот там раньше был садик. Вы даже помните, что с Були, с моей собакой, мы там игрались, гуляли, и там была очень красивая зеленая зона. Теперь там Сен-Лоран, Bottega Veneta, Louis Vuitton, Dior. Сейчас я вам это все покажу. Вот. Ну, в общем, времена изменились, и Яблоковак Марина тоже меняется. Вот этот, кстати, ресторан Бабули здесь открылся. Это самое такое место, которое все время меняется. В общем, сейчас машина проедет, которая все время меняется, и никакой ресторан, в общем, не может остаться там надолго. Самая главная перемена в Яблоковак Марине — это то, что здесь теперь пропорционально туристам. Теперь, наверное, если раньше турков было больше всего, то теперь, наверное, 40% это арабы, 40% это русские, потому что здесь бутики, естественно, все приезжают на шопинг. Это немножко так это прикоснуться к роскошной жизни, пожить ее, почувствовать. Вот. И, наверное, все остальное это турки. Ну, в Байрам, наверное, больше турков, но в остальные летние месяцы очень-очень мало турков. Вот. Что еще из новенького? Помните вот этот вот вид? Здесь появился вот этот вот мостик. Мы сейчас туда обязательно сходим. Очень красивый мостик. Кстати говоря, отсюда тоже видны острова. Видите? Вот там вот Кос у нас. Сейчас приближу, покажу. Становится очень жарко, спряталась тень. Как видите, утром Яблоковак Марина абсолютно пустая. Поэтому, если вы хотите сделать шопинг без очередей, без толпы туристов, конечно же, вам стоит прийти днем. Здесь можно красиво позавтракать, что мы сейчас обязательно сделаем. Вот, и сходить на шопинг
с таким видом в утренние часы. Как видите, тенечка здесь не так много, вот небольшие такие кустики, под которыми можно спрятаться. Поэтому обязательно запасайтесь очками, кремом. В Бодруме сгораешь просто вот так. Этот корнер, на котором я сейчас стою, в общем, это самая лакшери часть Ялакавак Марины. Здесь сзади меня Нусрет, сюда прям очереди ужинать летом, вы это знаете. Здесь косметика Шанель, магазин большой Гуччи, там и косметика, и одежда, и сумки, и все такое. Самый большой бутик здесь Луи Виттон. Посмотрите, какая красивая архитектура и здание, просто восхитительно. Вот. Ну и дальше яхты за углом Беймен, Булгари и пару еще турецких брендов. В общем, если вы хотите попасть именно вот в эту лакшери часть, где все бутики, где самые дорогие рестораны, то вам нужно пройти всю Ялакавак Марину как бы вдоль до конца. Это занимает буквально 10 минут. Летом, правда, если толпа туристов и все вот так вот толчутся друг за другом, то, конечно, берите запас времени, вот, потому что доехать сюда на машине нельзя. Вот, нужно припарковаться и потом пройтись. В этой части Ялакавак Марина открылись в прошлом году русские рестораны Новиков, Бёрдс, Сахалин. Ну, это на любителя. Вот. Для всех украинцев, я думаю, сейчас это невозможный внутренний шаг, который невозможно просто пересилить и переступить этот порог. Ну, многие очень ходят, многим нравится, говорят, в Сахалине очень вкусно. Валентина. Диоре, ну это вообще, это мой магазин, с которого я не вылезаю, потому что у меня там половина моей косметички, все оттуда, я вам обязательно как-то похожу. Вот, я не знаю, зайдем немножко, освежимся немножечко. Они уже закрылись, представляете, или сколько время? Да, они говорили, что они закрываются, вы представляете? Диор уже закрылся, а я хотела еще купить кое-что. Ну ладно, я это сделаю в Duty Free. Они говорили, что, по-моему, где-то через неделю, но неужели уже эта неделя прошла? Какая печаль. Обычно здесь вот мой муж ожидает мои покупки. Ну, в общем, пойдем смотреть дальше. Ювелирка, часы, Golden Goose. Я знаю, что стамбульчане просто сходят по нему с ума. Не знаю, насколько это в других странах, но, в общем, здесь это просто бомба, тренд. И все прям стараются купить себе эти кеды. У меня их нету, мне они не нравятся. Какой красивенький гибискус. Мне эти кеды не нравятся. Может, если кеды, то уж конверс. Нашли до Диора. Интересно, он тоже, наверное, закрылся? Давайте посмотрим. В этом году, кстати говоря, я несколько раз сидела, пила шампанское, отдыхала вот на той террасе. Вот. Ну, сейчас уже не пойдем туда. Каждый год они делают очень красивые инсталляции. В этом году такой вот тигр и жираф из ракушек. Такой классный. В общем, витрины Dior, даже в Бодруме, это всегда очень приятно. Смотрите. Ну все, я сделала свои нужные мне минуточки и шаги, которые вот я прям по самочувствию чувствую, что мне это самое оно. Вот, пойдем завтракать.
вам. На самом деле я прямо этим летом подсела на эту овсянку. Во-первых, ну, овсянка, вы знаете, она безглютеновая. Вот, во-вторых, здесь на овсяном молоке с добавлением кусочков кокоса, чуть-чуть банана, в общем, яблочко, еще много орехов внутри. В общем, это прям очень вкусно, иногда прям хочется себя ей побаловать. Вкуснота.